кто уже на стриме, кто-то будет смотреть в записи. Начинаем немножко загодя. С нетерпением ждем события. Тут уже не могу. Так. Дружочки, пирожочки, привет. Как, наверное, уже догадались, мы на Невском проспекте. Вот я. На Невском проспекте у Большого гостиного двора. Давайте не будем терять времени. Я стартую отсюда. Сейчас по Садовой улице дойдем до Марсового поля. Там Троицкий мост у нас. И будем смотреть, искать место, где остановиться. Чтобы ракурс был хороший, чтобы я мог поставить камеру. Ну и в целом. Да, всем привет. Вы на канале Откройте Питер. Прогулки по Санкт-Петербургу. Сегодня в прямом эфире идем смотреть салют в честь снятия блокады. 27 января 1944 года это произошло, 81 год назад. Пасмурная погода, низкая облачность. Я вот очень сильно, не то чтобы сомневаюсь, но вангую, что салют у нас окажется там за облаками. Ну, будем посмотреть, конечно, как у нас все дело это пройдет. Так, друзья, кто во ВКонтакте, пожалуйста, отпишитесь из чата ВКонтакте, идет ли трансляция. Пожалуйста. Вот, пока еще выводится на экран чат. В сам салют я чат отключу, конечно же. На экране ничего не будет лишнего. Только салют. Ну а дальше, после салюта, я хочу пройтись. Ну, тут уже, наверное, как вы хотите. Да, привет. Так, ВКонтакте тоже пишет. Отлично. Наверное, ВКонтакте трансляция пошла. В том числе. Хорошо. В этом плане лучше, чем с Рутюбом у нас. Всем доброго вечера. Понедельник. Такие полупустые улицы. Но вот... Так, все хорошо. Ага, спасибо, Светлана. Спасибо, Алексей из ВКонтакте. Антон, Василий, Витрол. Какие у нас интересные имена. Вот, ладно, давайте я перестану себя показывать. Буду показывать город, да. У нас улица Итальянская. Но мы идем по Садовой. Чё гудеть? Странные люди. Снега все так и нет. Как растаял, так и нет снега. Ну, я уже много раз говорил, у нас в целом центр очень хорошо чистят. Ну, то, что касается Невского. Ну и так, здесь потеплее. Здесь, конечно, все вычищают. В парках снег лежит. Вчера, или когда я там, позавчера, удельный парк показывал, мы через него шли. Там сугробы. Не по колено, конечно, но достаточно. Так, да, решил начать чуть-чуть заранее, чтобы и долго не стоять там у Невы. Ну и так, заодно город показать. Показать вам момент. Именно вот если вы собираетесь на салют, то это, скорее всего, надо сильно заранее идти, если вы хотите с хороших мест. Так, Кит Валерий у нас превратился из клопа в кита. Да, спасибо. Гудок без причины, признак дурачины. Нет, там причина была, но там на перекрестке Мерседес не успел завершить маневр. Жопой торчал на
на перекрестке, но он стоял. Этот джип видел. И гудеть как бы, ну что там, не знаю, что он там хотел этим доказать и показать свое негодование. Ну что ж поделать. А сейчас обгоним, товарищи. Там забор мешает. Да, после салюта, друзья, маленький анонс. Постараемся пройтись по городу еще. Так что идем на салют, смотрим салют и потом прогуливаемся по ночному Петербургу. По безлюдному. Почему хочу прогуляться? Потому что там ближайшая станция метро у нас будет или обратно вот на Гостинку возвращаться, или идти на Адмиралтейскую. А на Адмиралтейской, знаете ли, будут все. Поэтому я не хочу в толпу ползти. Я, наверное, пойду прогуляюсь по Невскому. Может быть, даже до Восстания дойду. То есть совершим еще ночной променад по Невскому. Ну, тут как бы сами пишите, предлагайте. Впереди у нас Инженерный замок. Михайловский замок. Павел I строил для себя. Алексей Юшин, 100 рубликов, спасибо. Постоянные зрители. Очень приятно. Впереди у нас Марсово поле. Сейчас через Марсово поле, через Вечный огонь пройдем. Подойдем к Троицкому мосту. Вот. И там посмотрим, где нам надо будет останавливаться. Время 37 минут. Салют должен быть в 9 ровно. Надеюсь, фальстарта не будет, потому что какой-то год на... Да, Алексей, спасибо за кофе. Я... Ну, уже после салюта по Невскому пойдем. Ну, наверное, приверну, возьму кофеечку. Вот, какой-то год перед салютом, короче, был фальстарт. Где-то минут на 15 раньше все началось, и все люди, которые там, ну, условно, к 9 подтягивались, приходят, а салют кончился. Или там за полчаса он как-то раньше. То есть люди даже, ну, салюта не слышали. То есть из метро выходят, уже тишина. Пока идут до набережной. Ну, чтобы увидеть призрак Павла, надо тут у окон дежурить. И нет-нет, может быть, какая-нибудь фигура у нас в окне мелькнет. Но, возможно, это будет охранник. О, троечка старенькая. Вот на таком старенькой, на старой тройке надо ехать на экскурсию. По 3-му маршруту. Потому что здесь форточки открываются хорошо, и можно летом из них высовываться. И пофиг, что он гремит как погремушка. Зато с ветерком. Потому что вот на новом, на Достоевском, на Довлатове, там форточки так хорошо, качественно не открываются. Это так, маленькая ремарка очередная. Слева у нас парк, по которому мы уже тоже недавно гуляли. Снега еще меньше стало, даже здесь в парке. Так, подписчики, я вот это надо будет не забыть всю активность вот эту дополнительную интерактивную повыключать во время салюта и чат выключить. Так, сколько у нас? 85 человек. Ну, неплохо, ладно. Так, добрый вечер, страна, Володька говорит. Привет, Володя. Привет из Узбекистана. С удовольствием смотрю. Отлично. Справа у нас это темный летний сад.
Ну а впереди у нас Марсово поле, сейчас сквозь него пойдем. Как раз народ подтягивается. А то если бы ровно там в 9 я начал, стартанул трансляцию, ну, многие бы, наверное, не успели. А так вот мы потихонечку, я подхожу, вы потихонечку тоже подтягиваетесь. Вот, и ровно в 9 должен будет начаться салют. Надеюсь, что мне достанется какое-нибудь местечко, где я смогу поставить штатив, чтобы не держать. Но если такого местечка не окажется, ну тогда буду с рук вам снимать. Хочется, конечно, оказаться на так называемой первой береговой линии у парапета. Не знаю, как получится. Так, запись трека будете включать на часах. Нет, сегодня не буду, потому что у нас никаких петляний, блужданий не планируется. Мы вот напрямки от Гостиного двора идем к Троицкому мосту через Марсово поле по Садовой улице. Там, наверное, пройдемся после салюта вдоль набережной, по Дворцовой пройдем до Дворцового моста. Ну и выйдем на Невский и прямиком по Невскому пройдем там, ну, сильно интересных блужданий не планируется. Так, одна посредственность. Евгения, спасибо. Вы великолепны. Привет из Эстонии. Привет всех. Приветствую из Баку. Мария, привет. Или как? Мария или Мари? Лучше. Так, у нас слева там за деревом Спас на Крови. Кто на телеграм-канал подписан, как-то на днях не так давно была фотография с высоты, когда только построили Спас на Крови. Там мост был вокруг Спаса, прямо над каналом Грибоедовым. Деревянный мост, и Спас на Крови можно было обойти кругом, вокруг прям по мосту. Привет, интернет. Антон Лнг. В центре Марсового поля, видите, у нас тут темно, конечно, что-то фонариков-то нет, освещения. Единственное освещение — это вечный огонь в центре. Вижу, там люди стоят. Возможно, по такому случаю, да невозможно, а точно, гвоздички. О, еще у нас сегодня мистер Путин в Петербурге приехал. По этому случаю был на Невском пятачке, заезжал на Пискаревское кладбище, в БКЗ Октябрьском на концерте, я так понимаю, был, потому что там какое-то мощное оцепление было у БКЗ Октябрьского. Я там даже хотел что-то поснимать, но не стал. Дождь шел, спецслужб очень много, дороги все перекрыты, Лиговка перекрыта, Греческий проспект перекрыт, Советские улицы перекрыты, там от 2 до, не знаю, до 6, наверное, а может и до 9 Советской. Все перекрыто было. Пробки дикие в городе. Любимый Питер, Сабина говорит. Татьяна из ВКонтакте. Добрый вечер всем. Привет, Татьяна. Нет, я сегодня не был на Пискаревке. Сегодня понедельник, рабочий день.
Ну и там Пискаревка отцеплена была, там же мистер Путин был. Сейчас еще один по негативлю, может быть, так скажем. Еще один интересный, замечательный факт. Все вот, ну пока сейчас подходим, как раз начну. Не знаю, как жители Петербурга в целом этот момент замечают. Не знаю, как жители других городов, достается ли это где-нибудь там в новостях, или, может быть, если вы на какие-то группы в телеге в этом ВКонтакте подписаны. Но, в общем, проблема с уборкой снега в Петербурге каждый год стоит очень остро. Снег выпадает, снег не убирают, технику снегоуборочную никто не видит. И вот сейчас, видите, там мигалками желтыми мигает. Это вот та снегоуборочная техника, которую никто не видит. Но вот когда какие-то массовые праздники, эту технику как раз выгоняют на дороги, дабы перекрывать эти дороги. Там до смешного ковши, которые должны снег сгребать, они вот, как и в целом техника оранжевого цвета, ковши тоже покрашены. И внутренняя часть ковшей, которая, по идее, должна соприкасаться с льдом, снегом, песком, камнями, щебнем, в общем, со всякой дребедой, она идеально оранжевого цвета, то есть краска даже не поцарапана. Вот, это к вопросу о том, что вроде снег не убирают, а техника нульцовая у нас стоит. Так, ждем у нас. Ждем. Хотя не знаю, тут можно, конечно, и побежать. Что у нас, кто нас тут это? Кто нам что скажет, да? Пойдемте. Черт с ним. Тут зеленый непонятно для кого. С моста тут все равно нельзя. Военные номера на УАЗике. Вот, а мы уже подходим к Троицкому мосту. Вот, и будем искать местечко, потому что я вижу, тут уже людей очень много. Сейчас будем идти вдоль набережной, ну и дай бог я какую-нибудь дырочку у парапета найду, в нее втиснусь и будем стоять, ждать салюта. Я думаю, план такой. В целом на мосту уже тоже очень много людей. Очень много. Да, короче, надо было раньше, как будто бы. Но вот не знаю, как у нас получится. Получится ли, как говорится, да? Ждем здесь светофор, точно не бежим. Ну и сейчас по набережной в ту сторону пойдем. Спуск к воде огорожен. Тут забор стоит. К воде не пройти. Ну, будем вот сейчас идти, не знаю. Может быть, где-нибудь кто-нибудь выйдет. Ну, или, возможно, нам придется встать у стен дома и стоять где-нибудь там. Так, Лена и Миша, спасибо. Щедрый донат. Отлично. Короче. Давайте скрестим пальчики там и все остальное. О, кстати, растральные колонны горят. Да, они сегодня с 10 до 12 первый раз были зажжены, а потом уже с 19 и должны до 22 часов пылать. А салют будет над самой Петропавловской крепостью, как вы видите. Ну и видите также низкое серое небо Петербурга. Очень хочется, чтобы салют все-таки был не над облаками, а мы его видели. Не знаю, как это получится ли.
Но я что-то вангую, что нам сейчас место здесь. Опачки. А мы вот здесь. Опа. И все, друзья. У кого наглость? Кто наглел? Да мы не про вашу. Я такой вижу пятачок, оп, сунусь. Так, нам надо настроиться, да? По времени у нас что? Выключаю микрофон. Вставляю так. 9 минут. 9 минут? У Дома ученых хорошее крылечко есть. Ну, блин, крылечко там хорошее, но стоять там не совсем удобно. Я думаю, там уже занято Ильяс. Сенька Варимэч. Так, все, я выключаю все активности, которые у нас на экране выводятся. Чат вырубаю. А как она упала? Так, чат выключаю. Картинки выключаю. Уведомления отключаю. Это сейчас по ленточке, бумажка до сих пор включена. Она упала, не смотрели в башку. Так, у меня вопрос. Так, ага, вот тут у нас еще циферки, да, вроде остались. Так, проверяем. Ох, у нас 181 человек. Хорошо. Интересно, сколько во ВКонтакте? Ой, давайте пока сейчас наведусь на растральные колонны. На биржу. Так, Светлана Попова, да, добрый вечер. Привет всем из Казахстана. Мой дедушка Игнат 42-го на Пискаревском. Вечная память. Так, старый фонд однозначно на любителя. Повезло нам, красота. Каждый дом, каждая квартира старой застройки Петербурга помнит голод, блокады, ее трагедию и мужество своих жильцов. Нет, я бы купила квартиру только в новостройке. Так. Угу. Так, да, все лишнее убрано. Так, только у меня почему-то этот фокус не в фокусе. Так, ладно, выключу эту камеру. Так, да, все лишнее убрано. Так, только у меня почему-то этот фокус не в фокусе. Добрый вечер из Москвы, Николай. Привет, привет. ВК-20. Ну да. Ну, слушайте, уже больше 200, значит, получается у нас на круг. Татьяна Никитина говорит: всем добрый вечер, хороший вид. Да, всем привет. Привет, привет. Что у нас, 5-минутная готовность, друзья?
Так, покажу вам еще Троицкий мост, Я-то сразу сказала, я в 4. подсвеченный. Камчатка с нами, у них уже 28 января, прикольно. Урманджо. А на Неве есть лед, значит зима точно есть, да. Так, Алексей, вам отвечаю, жена... Вот я тяготы и лишения готов, а жену оберегаю. Тут она с работы приехала, еще и за мной бежать, зачем? Так, кто недавно подключился, сразу анонсирую, что мы после салюта еще пройдемся по набережной, дойдем до Дворцового моста, через Дворцовую площадь, выйдем на Невский и пройдемся по Невскому немного. Я там давно была. Ну как немного, ну до Восстания где-нибудь. Или можем до Владимирской дойти Мы раньше загорали по Владимирскому проспекту. Так, люди подтягиваются, отлично. Мои частные фоторепортажи подошел, отлично. Мурманск, Оксана Оксановна. Всем привет. Так, у меня Донат Алерт какую-то фигню выдает, неправильную ссылку. 3-минутная готовность. Отключу я эти сообщения. Я палец сюда прочищаю. Причем это настоящий Samsung. Очень Казахстан. Невский. Слушайте, я сейчас, Володька, я не с Невского шел, я шел от Гостинки. В районе Гостиного двора ничего перекрыто не было. Как у Дворцовой площади, я не знаю. Вряд ли перекрыли. Зачем? А давайте карты откроем. Я посмотрю пробки. Так, ну слушайте, все красное около Адмиралтейства. Дворцовый мост в одну сторону только едет. А нет, ну на Стрелку тоже вроде едет. Нет, Дворцовый мост движется. Троицкий мост тоже движется. Тут ничего не перекрывали. Перекрыли только набережную. Вот у меня за спиной ни одна машина не едет. Так, что, минутная готовность, друзья. Все, умолкаю. Спасибо, что приехали. Спасибо. Часы на соборе Петропавловской крепости бьют 9. 59. На выход.
Ну что, друзья, половина салюта осталась над облаками. Самые красивые, самые большие и мощные выстрелы мы не увидели. Сейчас дух переведу. Пока не могу говорить. Да. Друзья, салют свершился. Ровно 10 минут. Кто хочет еще, то оставайтесь на стриме. Продолжим, прогуляемся. Сейчас я немножко с набережной уйду, потому что здесь очень много людей и... Ой, жизнь в Североморске. Вы из Североморска? Интересно. Кольский полуостров с нами. Плохое качество связи. Очень много людей. Видимо, антенны GSM связи переполнены. Я сейчас выйду на Миллионную улицу. Слушайте, надо нам как-то что-то поменять маршрут. Надо или чуть-чуть здесь постоять, чтобы люди рассосались. Да. Сегодня в течение дня очень много посмотрел, очень много почитал по поводу блокады. Стихи той же Ольги Бергольц. Поэтесса всю блокаду провела в городе. Тяжело вот это все осознавание того, что в те годы здесь происходило. Плюс еще накладывается вся история с СВО. Тяжелое чувство как-то, вот оно все. Не дай бог, чтобы с нами все это когда-то произошло. Хотя ладно, идемте по набережной потихоньку. Давайте, наверное, даже я все-таки перейду на сторону ближе к воде, ближе к Неве, чтобы лучше было видно особнячки, те, что на первой линии. Питер, поздравляю, мой дорогой город-герой. Алексей, спасибо. Идемте. Так, включу чат, пусть выводится. О, там на льду эти, на водных, или как их, не водные, а подушки-то как. Так, вроде все повключал, не знаю, как будет работать.
Но там по льду сейчас на воздушных подушках небольшие вот эти суда МЧСовские Ага, блин, едут. спасать мы тебя не будем. Мы уйдем. Уйдете? Так, Евпатий говорит, был на Ваське, когда салют начался, и как с того ракурса было видно. А сейчас совсем не показывает чего, друзья, подождите. Спустился? Не показывает что не показывает. Друзья, пишите, что хоть более информативно, пожалуйста. Что не показывает, то... Привет из Узбекистана. Привет, привет. Стрим удалять не буду. Вот, а на самом деле, наверное, сам салют отдельно, наверное, выложу. Отрежу начало и конец, скажем так, прогулки. Выложу отдельно салют. А может быть и не буду, не знаю. Тут как хотите. Наверное, даже не буду обрезать. Просто сделаю тайм-коды, и, соответственно, по тайм-кодам можно будет все это дело перейти. Так, что? Ага, у нас вот это вот не отображается. Чат отображается, а донатеры на стриме не отображаются. Так, секундочку, подправлю. Салют был ровно в 9. Вы опоздали. Салют только что закончился. Точнее, уже как 7 минут. Дальше мы продолжаем гулять. Пройдем немножко по Дворцовой набережной. Да пока мы что здесь по набережной Макарова идем. Там на Дворцовую выйдем, скорее всего. Так, у меня почему-то донатеры не выводятся. Странно. На нет и сюда нет, как говорится, да? Ладно, 200 человек, друзья, гуляем. Да, я так понимаю, что вы все уже дома, вы в тепле, вы все поужинали, детей спать уложили. Пройдемся. Дойдем до Дворцовой площади, выйдем на Невский и прогуляемся по Невскому. Если что, друзья, пишите. И Софии, привет. Привет, привет. Растральные колонны на стрелке Васильевского. Так, а здесь кто-то как будто бы колонку выставил в форточку и вещает в аудиоэфир. Все работает. Да, нет, все хорошо. Так, оставляем как есть. Так, на самом деле только, наверное, могу еще проверить уведомления с донатов. Да, наверное, сейчас проверю. Опять маленькая пауза, остановочка. Сейчас я запущу последний донат, наверное. Повторим. А так, друзья, если есть желание и возможность, вот, работает. Да, работает все, вроде бы. По крайней мере, мне на экран вывелся. Я не знаю, как в трансляцию. Да, тоже вывелся. Все, идем. Больше не останавливаемся, идем. Вон там
Судно на воздушной подушке-то с фонарями пытается форсировать Неву по льду, по фарватеру. Не знаю, как у него сейчас это получится, Ли. С праздником, да, друзья, с праздником. С днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вон как он дает бока юзом вытворяет. Дает угла. Да, на самом деле про крошку хлеба это тема больная именно для тех, кто, во-первых, пережил блокаду, и вплоть до внуков. Это, конечно, с кровью привито все. Выбросить хлеб – это что-то самое ужасное, что может сделать человек. Потому что в блокаду в самом городе провизии не было. А в 43-м, когда кольцо было прорвано, да, вот было, у нас же две даты, это прорыв и снятие блокады. И на полуторках через Ладогу хлеб привозили, доставляли уже готовый хлеб, испеченный сюда, в Ленинград. Ну, в полуторку загружали чуть ли там не 2 тонны хлеба. И на, вот, по крайней мере, у Ольги Бергольц там в стихах есть такой момент, что это 2 тонны хлеба на 16 тысяч человек. То есть по 125 грамм хлеба каждому. Может быть, я в чем-то не прав, но все равно, как бы там ни было, это было ужасно. Это просто мировой человек. И для меня это праздник максимально. Привет из Испании, с праздником, пишет Ольга. Да. Давай до Дворцового моста дойдем поближе, посмотрим. Привет с Кургана, Дмитрий пишет. Привет, привет. Пожалуйста, спасибо, что смотрите. Что он тут катает? Что он тут фертиля устраивает? МЧСовское судно на воздушной подушке, такое маленькое, патрулирует берег. Ну, расскажу такую, как бы, про хлеб на работе. Какой-то был праздник, корпоратив. Отмечали прямо на работе. И вот кто-то из коллег, когда уже что-то собирались, что на столе осталось, давай выкидывать. И там хлеб был. И был другой коллега, который очень резко и очень бурно отреагировал на этот маневр. Чуть не до драки, короче. Успокаивали всех. А человек, у которого бабушка пережила блокаду, вот отреагировал так на то, что кто-то выкидывал хлеб. Такой шок-контент был. Так.
В тумане салют не особо видно, конечно. Да, Гена. Мы когда еще подходили к набережной, пока еще я по Садовой улице шел, я сразу говорил, что есть такое легкое наитие, что половину салюта мы вовсе не увидим, потому что основные, самые крупные залпы будут над облаками, а мы под. Кстати, сейчас дойдем до Дворцового моста. Я уже вижу отсюда, что там флаги на нем. Покажу, как украшен Дворцовый мост по этому случаю. Подошли мы к Лебяжьей канавке. Ой, Лебяжьей, Зимней канавке. Эрмитажный мост. Многие еще тоже, как мы, идут. Кто-то еще стоит. Делятся, видимо, эмоциями, рассказами. Или так обсуждают жизнь текущую. Павловская крепость. Конечно, интересно, подсветка такая, да? Когда у нас снизу там бьют прожектора прямо в эти в облака. Ровно в 10 растральные колонны погасят. Они у нас горят не всегда, только по особым случаям. Сегодняшняя дата особенная. По левую руку у нас уже Эрмитаж. Вот уже, по крайней мере, этот зеленый, это Зимний дворец. Как мы недавно выяснили, один из зимних. Главный зимний. Да, мощно, слушайте. Насчет факелов на растральных колоннах, конечно, мощно. Там прямо пламя, я не знаю, может метров 10 пламя. Громадное. Так, сейчас я приближу, не знаю, как качество будет. Размывается. Да, конечно. Выход на лед запрещен, опасно. Как раз бойцы и дежурят. По большому счету ради этого, чтобы никто не выходил сейчас. Дело опасное. Так, надо мне сейчас не это, как на прошлом стриме, не прощелкать момент и не допустить выключения телефона. Дворцовый мост весь украшен красными флагами. Пока отсюда не понимаю, что на них изображено. Сейчас подойдем поближе, посмотрим вместе.
Да, конечно, что давно я близко растральной колонны, точнее пакета, горящими не видел. Пламя очень высокое, прямо, я не знаю, тут этажа в 3, такое ощущение даже. Огонь имеется в виду. Мощно, мощно. У нас сегодня, да, тепло, плюс, наверное, плюс 2, плюс 3, как-то так. Ну, как видите, лед какой-то есть на Неве, но и все блестит, потому что, как называется-то, ну, короче, лед не очень хороший. В это досуге что-то делаешь? Уже привычка была. Уже все новогодние украшения сняты. Правда, вот еще видели, вчера елки стояли у метро. Украшения все сняты, и сейчас на столбах. Все околовоенная тематика. Так, скорее всего, это флаги фронтов. Может быть. Я имею в виду эти флаги, которые на Дворцовом мосту. Так, зима аномальная в этом году. У нас совсем вообще, когда салют был ровно в 9 по Москве. Мы уже прогуливаемся после салюта. Идем по Дворцовой набережной. Сейчас здесь у Дворцового моста повернем налево, пойдем к Невскому проспекту и прогуляемся по Невскому. Так что, если хотите салют, отматывайте где-то на 30-й минуте. Там должен был начаться бы салют. Да, это флаги фронтов. Волховский фронт. Угу. 28 января написано. Так, что ж. Пойдемте-ка. Ну, у нас сейчас маршрут прямо. Маршрут будет прямо идти. Пройдем насквозь Дворцовую площадь. Скажу так, по поводу аномально теплой зимы. Да не впервой такое. Я несколько зим назад вообще в шапке ни разу не был. Капюшон накинул и все, и по газам. А в эту зиму как-то у нас из огня, короче, из льда-то впал. Бляха-муха, как это? В общем, тоже то снег, то мороз, то дождь. Оп, бежим. Так, сейчас дорогу перейду, прочитаю.
Не могу на ходу. Мелковато. Так, ох, еще в июне прошлого года стояла здесь, встречала сына на отметке 20 км марафон. Ну, это 20 км это полумарафон, 21 километр. Так. Видите, у нас японские или корейские или китайские друзья нам машут. Так, а Питер будет, как Москва, шумно отмечать китайский Новый год. Но не будет. Все-таки лучше, когда зимой снежок. Да, на самом деле я за то, чтобы снег был хотя бы в Новый год. Потому что Новый год без снега это как-то грустно. А все остальное вообще пофиг. Вообще как говорят юристы, монописсуарно. Только вот еще бы елка, снеговик, сугроб. Тогда это Новый год. Без этого Нового года не может быть. Вот, видите, у них ковши даже не поцарапанные. Этим ковшом никогда никто снег не убирал. И все вот эти снегоуборочная вся техника, она выезжает только вот в такие дни, как сегодня. Дабы поставить где-нибудь на перекрестке, чтобы никакой ошалелый камикадзе тараном не подавил людей. Но если надо убирать снег, то в Петербурге ждут, когда потеплеет и снег сам растает. Так, что вы пишете? Отметка 20 км именно в этом месте, а полная дистанция 42,2. Ну, я так. Жизнь Североморки, я ж пошутил. Так, новый китайский 29 января. Так, из огня до полымя. Ну, да. Я что-то весь распереживался и это. Так. Alienation. А что нам у атлантов делать и зачем? Как говорится, поясните, обоснуйте свое желание. Что нам там у атлантов чесать, тереть, смотреть. Очень интересно. Так, у нас новые подписчики на YouTube. Также трансляция идет на ВК, у кого проблемы с Ютубом. Везде подписывайтесь, везде, пожалуйста, ставьте хотя бы лайки. Вот эти вот охотничьи собаки. Alienation, я все-таки жду, зачем нам к атлантам идти. Подошли мы к Дворцовой площади. Невский у нас начинается прямо вот отсюда, куда я показываю пальцами, ладонью, одним пальцем. Вот этот сам дом, это Невский, дом 1. И в ту сторону у нас Невский начинается. Вот. На Невский можно попасть, вот как я сейчас показывал, справа. А можно на Невский попасть через арку главного штаба. Можно через Певческий мост перейти Мойку и вдоль Мойки выйти на Невский. Можно там же через дворы Капеллы пройти до Большой Конюшенной и через Конюшенной выйти на Невский. Но в целом можно еще Конюшенную, а там с Конюшенной тоже во дворы метнуться. Короче, можно с Дворцовой площади дойти до станции метро Канал Грибоедова
не выходя на Невский. Дворами вот такими. Там с большой конюшенной на Малую тоже можно дворами мимо лютеранской церкви Святого Петра и Павла выйти. А уже с Малой конюшенной там через переулочек на канал Грибоедова можно выйти. Так что пишите. Не, маршрут-то у нас как бы такой. Просто зачем нам прируливать? Вот нам надо идти вот к Атлантам туда на Миллионную. И с Атлантов нам обратно сюда на Дворцовую возвращаться. Я же на Невский шел. Ну, давайте я до Атлантов дойду. Вы... Я сейчас буду попрошайничать, но я дойду до Атлантов. Вы мне кинете на кофе. Все довольны, все счастливы. Давайте так. Договоримся, я Alienation говорю. Я тут с девушкой летом 2010-го целовался. Вот оно чё. Где? Тут, на площади. Наверное, сидели здесь на брусчаточке. Слушали уличного музыканта. Молодость, романтика. Как я давно был на Дворцовой. Ну вот сегодня, считайте, побывали. Да? Исаакиевский собор. Там помойки и на Невский. Ну давайте так. Я-то просто хотел на Невский выйти здесь через арку, через Большую Морскую. Ну пойдемте, как скажете. Окей, давайте. Заглянем к Боярскому в окошко. Скажем: дядь Миш, выходи. Уходи, подлый трус. Да. Так, мы сейчас, кто не понял, идем на улицу Миллионную к Атлантам тереть мизинцы. Alienation хотел, мы выполняем. Очень надеемся на щедрый донат в такую честь от него. Иначе вся вера в человеческое у нас пропадет. У меня завис эфир. Всем добрый вечер. Светлана, перезагрузитесь. Хотя живу в 5 километрах, не люблю шумный и многолюдивый машинный Невский. Да блин, от Невского можно 2 минуты в сторону сделать пешочком, и будет тишина. Да в любой двор заходишь, вот идешь по Невскому, заходишь в любой двор, и тишина. Ты как в другом мире. И я вот за это люблю дворы Петербурга. С любого шумного проспекта в центре делаешь 100 метров в сторону, и тишина. Вот у нас улица Миллионная идет параллельно на набережной. Все дома на ней такие, ой, вытянутые. Прямо, ну, одним фасадом выходят на Миллионную, другим на набережную. Какие-то дома несколько флигелей имеют, некоторые целиковые громадные дворцы. Ну, как вот этот. Это тоже у нас часть Эрмитажа. Так, что мы пишем? Да пишите капсом, я здесь уже разрешил, Гена. Та-та-та-та-та. Так, я так понимаю, это вы та самая шайка-лейка, которая ходит по стримам и везде повышает активность в чате. Приветствую вас. Капсом хотите писать, пишите. Я сегодня добрый.
Так, Alienation, что там нам с атлантами делать? Что тут надо? Какие пальцы им тереть? Но самое прикольное же, они каменные. И здесь непонятно, какие камни трут больше всего. Так, недавно смотрел видео, как атлантов 3D отсканировали. Типа они совпадают на 95%. То есть их отлили, а не ручная работа. Ну, короче, подходите сюда. Посмотрите в ближину со всеми вот этими штучками, дрючками. На самом деле, я не знаю, все это инсинуация и наговоры. Если сравнивать вот эти их набедренные повязки, то они не совпадают. Абсолютно. Вот, и вся история про 95% это все мнешь и провокация. Вот. Скажу я вам. А с другой стороны, знаете, если такая технология была, то зачем она и кем была утрачена, потерята? Так, работы. Александр. Тут я чуть не могу прочитать, на 1849 год. Игорь, никто ботами никого не называл. Не придумывайте себе лишних заслуг. Добрый вечер. Тереть нужно Ольгой палец левой ноги. Любого атланта по одной из версий. Ну давайте. Какая у нас? Это левая. Вот мизинец. Будем потереть. Да, я же говорю, они каменные, и были бы латунные, да, у нас был бы мизинец желтенький, оттертый. Ну и у какого-нибудь одного из атлантов он был бы натерт больше обычного. Вот. Так, я там правый потерял что-то зря. Так, аноним 200 рублей, посыпки. Ладно, тогда идем дальше. Что у нас со звуком? Что у нас с микрофоном? Так, я так понимаю, меня нормально слышно? Надеюсь. Латунь давно пилили. Ну, слушайте, что-то памятники-то у нас не пилятся. Или что там, латунь, бронза? Что там должно быть? Какие сплавы? Так, все, двигаемся дальше. Все-таки идем на мойку. По мойке выйдем на Невский и пойдем прямиком. Друзья, ночной Петербург, практически безлюдный. Ну, я не знаю, может быть, дойдем до Восстания, а может быть, на гостинке уже и свертаемся. Тут, как бы, смотрите сами, зрителей я вижу на трансляции много, поэтому пока нас много, мы сила, мы идем. Буду видеть, что вы расходитесь, ну тогда тоже решу свернуть стрим. Но это мы до гостинки решим.
Так, Раиса, добрый вечер. 81-я годовщина блокады. Пошли. Так, не понял. Пошли, не позвали. Так, там, по-моему, у вас опять своя история. Ой, ладно, не буду даже выяснять, о чем вы. Лучше скажите, кто откуда, еще раз. Давайте перекличку устроим. Кто откуда. Игорь здесь. Игорь наш постоянный зритель. Игоря мы знаем. А вот Гену. Так, нам надо заблокировать человечка срочно. Ирина какую-то ересь нам несет. Если есть возможность, надо даже удалить это сообщение. Не нравится это, когда так люди себя ведут. Так, Роман Североморск, Сабина Самара, Михаил Питер с Васильевского острова, Мария Баку, Раиса ДНР, Дебальцева, Игорь у нас из Пушкина, Женя Московская область, Александр Пермь. Так, а мы тем временем на Певчинском мосту. То есть я вот сейчас иду, под нами река Мойка. Я поперек моста иду. Так, дальше читаю. Приморский край, Татьяна. It's Frame Place, Санкт-Петербург. Ирина, Волгоград. Мария, Одесса. Лена Флёр, Московская область. Шварценберг, Саратов. Максим, Самара. Алексей, Беларусь. Так, Светлана, Великий Новгород. Роза Хутор, Франция. Побережье Средиземного моря. Смотрим и любим. Ох, какая есть стали орками. Так, Ирина. Есть правило, есть просьба. Если вы это все дело игнорируете, ну, сорян. Передаю Невы Светлане Эль из дождливого Милана. Опачки. Вот это да. Я не понял, как это сказала, кто так это смог. Но интересно. Так, идем вдоль мойки. Так, маленькая техническая остановка. Так, все, да. Спасибо за блокировку. Спасибо. Так, продолжаю читать. Кто у нас откуда? У нас Анатолий из Гатчины. Светлана, привет из Милана. Гемини, Таганрог, старший брат Питера. Так, с праздником. Прям пришел, начал обижаться. Так, Тольятти, Ольга. Вики, Станислав и Виктория, Польша, Тчев. Гатчина еще раз, Анатолий.
Виктория пишет: мой любимый город, я с тобой. Город с вами. Я продолжаю идти. Москва, Евгений, Самара. Очень много разных городов. Конечно, я так понимаю, у нас уже Урал из-за Уралья, Дальний Восток спит. Спит, на трансляции нет никого с Дальнего Востока. Вот у нас больше европейская часть, плюс Европка. Небольшая часть. Хотя тут у нас и берега Средиземного моря, классно. У вас, наверное, там весна вовсю. Таллин, Лариса. Так, еще Тольятти. МС Резкий. Денсер. Наши, говорит, погода, как у нас в Ростове-на-Дону. Анатолий, Ленинград. Приятной прогулки. Приятно прогуливаться по знакомым местам, да. Идем вдоль мойки к Зеленому мосту на Невский. Южный Урал у нас Ирина. Ставрополь Володька. Урал с нами Татьяна Магаева. Привет из Курска, Андрей Жиров во ВКонтакте. Так, Урал не спит. Урал пока держится. Хорошо. Ну, ладно, Урал у нас плюс 2 часа, да, по-моему, от Питера, от Москвы. Но вот там всякие Красноярск, Новосибирск. Я уже не говорю про Сахалин с Владивостоком. Жлобин, Шон-Шон. Вот здесь еще на мойке тут елочки прямо на льду были светящиеся. Они уже, понятно, не светятся, но пока не убрали. Но сейчас потихоньку все-таки новогодние украшения до сих пор еще снимают. Не до конца их демонтировали. Не до конца. Кстати, по-моему, если вот в этот двор метнуться, в эту арку, то можно насквозь пройти, насквозь выйти там на Большой Конюшенный. Казань с нами, Светлана, привет. Дмитрий про Курган спрашивает. Ну, Курган тоже далеко, да, кстати, да. Так, Казань с нами. Москва плюс 5, весна. Так, да, Олеся, привет. Кто не был в Питере, тот не любит свое отечество, говорят. Спасибо за прогулку, спасибо, да. Курган за Урале, нет, не спорю, Курган это далеко. Сочи, Анна. Так, тут уже, конечно, Раиса, по-моему, у нас отваливается. Спокойной ночи желает. Так, Новочеркасск, Элина. Ну, такая, слушайте, география сильно обширная, сильно. Я даже все-таки эту часть стрима вырезать не буду, все оставлю. Все останется в истории, на память. Друзья, да. Да. Вот мы уже подошли к Невскому проспекту.
дворцы какие, посмотрите. Белозерских, белосельских. На Невском соответствующие у нас украшения, соответствующей дате. Никто с Валдая и Твери, уточняет Михаил. Так, Олеся. Привет, Роман, я вам на почту писала. Вы видели? Нет, не видел. Олеся, вы очень сомнительный персонаж, извините, но скажу при всех. Сомнительный в плане, что сомнения у меня вызывают все ваши аккаунты. Они подозрительно созданы все в одно время не так давно. Загружены все фотографии не так давно, поэтому я не знаю, что вы тут будете вещать, но, возможно, вас придется заблокировать. Так, тут у нас уличные музыканты преклонного возраста. Так, 3 года назад гуляла с племянницей по Питеру. Как же везде величественно красиво, говорит Раиса. Лариса хочет в этот дворец в следующий раз в поездку прийти. Ольга, салют был ровно в 9 по Москве. Где-то час назад был, короче, салют. Узбекистан и Ташкента. Привет им. Ферганы. Так, сейчас нас начнет мужичок петь. И мы пойдем. Олеся В, нет, не вас. Салют был 10 минут, да. И то из 10 минут салюта половина была за облаками. Мы просто видели вспышки разного цвета за облаками. И все. Удивительно, что для вечера понедельника много людей. Но справедливости ради, на Невском всегда много людей, но вот кучками. Вот у нас япошки гуляют, все фотографируют. Так, молодежь группами чайхану тут зазывают. Невский 22-24, лютеранская церковь святых Петра и Павла, действующая. В советское время был в ней организован бассейн. Справа Казанский собор. В Новый год и Рождество на купол Казанского собора проецировалась икона Богоматери.
Это киташки, нам подсказывает Анатолий. Анатолий. К Чижику-Пыжику нас зовет Антон. Нет, Антон, мы сейчас чешем прямо по Невскому. К Чижику-Пыжику нам, во-первых, не с руки, а во-вторых, потом там оттуда непонятно как и куда идти. Гуляем по Невскому. Тем более нас уже вон на ютубе 263 человека в моменте. На ВК еще сколько-то наверняка. Опачки, тут этот ВКшный магазин. Они с кем-то сколлаборировались, какой-то Фабле. Какие-то шмотки еще подвезли помимо толстовок. Так. Слева напротив Казанского очень хорошее кафе. Там такие вкуснющие пироженки. Раиса нам говорит. А про которое? Про вот Starbucks, который был раньше, или про кафе, которое наверху в Доме книги? Тут даже, кстати, столики сейчас свободные есть. Можно без очереди посидеть в кафе в Доме книги. Кстати, Дом книги до сих пор открыт. Столько времени, а он работает. Я могу микрофон включить с шумодавом. Давайте так сделаю. Так, сейчас я прицеплю микрофон. Параллельной улицы не существует. У нас же есть такое понятие, как Невский трезубец, да? Он вот от Адмиралтейства 3 улицы веером расходятся, и параллельных-то нет, друзья. ВК-кафе. Угу. Кафе, которое наверху. Ну вот, да, я вам показал. Там, знаете, есть проблемы с местами обычно в будни. Слышите, наверное, уличные музыканты играют. Гоу на Думскую. Да, на Думской уже нет ничего. Здравствуйте. Здесь у нас выход из метро. Это канал Грибоедова. И здесь прямо у нас уличные музыканты. Бесполезная тема. Мы с тобой поднимаемся по лезвию неба. Не хочется сдерживать, быть желанным. Ладно, стоять долго не буду. Глаза пускаешь по венам, запотевшие стеклянные картины. Вот все идут в метро, уже спускаются. Здесь у нас выход из метро. Так, сколько у нас время-то? Я хоть домой-то успею уехать. А то что-то загуляюсь как. Время 10:10.
Нет, пока еще мы круг не сделали. У нас круг получится, когда мы подойдем к гостиному двору. На гармошке дедушка играет. Вот, на Думскую улицу не пойдем, но, по крайней мере, посмотрим на Думскую башню. Там смотровая площадка есть. Можно подняться. По-моему, цена то ли 400, то ли 500 рублей. Но это самая высокая точка в этой локации. Поэтому, если есть желание, возможность, время, ну, сходите хотя бы разок в жизни, посетите ее. Так, что у нас еще здесь? У нас уличный вернисаж. Еще не все художники сбежали. Но обычно здесь днем все в картинах. То есть можно что-то купить, что-то посмотреть. Можно нарисовать ваш шарж, карикатуру. Летом было 400. Ну, возможно, сейчас 400. Ну, такое, забавно, забавно. Просто ближайшая отсюда это колоннада Исаакия, тоже высокая. А дальше только колокольня на Смольном соборе. Вот, мы сейчас дойдем до Садовой улицы, и там вот у нас получится, что мы сделали круг. Пошли до Маяковской. Ну, Олеся, окей, идем. У меня, правда, уже стабилизатор садится, батарейка на стабе. Если она окончательно сядет, я буду телефон в руках держать. Тогда, возможно, тряска усилится. Но так вот получилось. Михайловская улица. Впереди там у нас Русский музей. Площадь искусств, памятник Пушкину. Лариса подписалась. Вот и гостинка, да. Я высоты боюсь. Не, на самом деле, слушайте, там вот ходить, видите, где перила. То есть вы там и походите. И там все так сделано, что вы не выпадете оттуда, даже если захотите. А там все для этого сделано. Ну и в самой башне, это же не просто вы там подниметесь по голой лестнице, как на колоннаде. А там еще внутри башни оформлено все. Там механизм часов действующий. Еще того времени он восстановлен. Механические часы, которые заводят, они там тикают, щелкают, шестеренки крутятся. Механизм приводов на 4 циферблата. Все на это посмотрите. Почитаете, там стенды исторические. То есть не просто поднялся, билет включено не только там сама смотровая площадка, но и то, что внутри башни. Подписалась и лайк поставила Светлана, низкий поклон, спасибо. Все бы так делали. Так, армянская церковь тут у нас... Ай! Сорян. Армянская церковь. На Невском проспекте. Так вот в глубине. Так, Лариса вот тут целую неделю жила у Русского музея. Отличный район. Юрий Просвет опять появился в конце почти стрима. Еще одна площадка смотровая в колокольне Петропавловского собора в крепости. Кстати, про нее я забыл почему-то. И как будто бы не знал. Но спасибо. Добрый вечер, успеха к концу стрима. Нет, мы стрим еще не заканчиваем.
Нам еще до площади Восстания идти и идти. Так что не переключайтесь. 250 человек как минимум сейчас на стриме. Кто-то меня поправлял и говорил, что это просто гостиный двор. Но если вы почитаете надпись над входом, то мы увидим, что большой гостиный двор. Так, это чтобы мне тут не говорили, что я там где-то что-то не прав. Я бываю, конечно, не прав, но это, как говорится, смотри пункт 1. Я всегда прав. Шучу. Впереди у нас что? Малая Садовая, магазин купцов Елисеевых, Катькин сад, Александринка, мост через Фонтанку с конями Клотта, мост 18 яиц, Маяковская, площадь Восстания. Все это у нас впереди. Так, Игорь поздравляет всех с праздником. Да, для петербуржцев это, для ленинградцев, так скажу, для ленинградцев это очень трагическая, очень значимая, знаковая дата. С болью в сердце. Потому что нет ни одной семьи в Ленинграде, кого бы это не коснулось. Да, театр комедии будет у нас рядом, в одном здании с магазином Елисеевых. В Пушкине, в Павловске, в Кронштадте, в Петербурге в самом несколько гостиных дворов, рынков. Мост 18 яиц. Это так Аничков мост называют. Да, Лариса, Аничков мост. Это мост 18 яиц. Так его прозвали еще до революции. Это была, скажем так, граница города. Ну и на мосту был городовой еще. Вот и считайте. Так, что у нас? Малая Садовая улица, пешеходная. Там у нас уже Манежная площадь, манежи конные. Так, Юрий. Слушайте, Юрий, я в этом подземном переходе музыкантов-то никогда и не видел. Музыканты были там, где Михайловская улица, там, где на Думскую выход. Вот там иногда музыканты играли. А здесь, в этой подземке, всегда торгаши с сувенирами. Так, а что это я пролетел-то мимо Елисеевского? Кто-то сможет мне объяснить? Так, театр комедии имени Акимова. И
кто-нибудь мне может объяснить, почему все фотографируют, снимают вот этих уродцев? В чем прикол? В чем прикол снимать вот этих носатых ужасных товарищей? Что это? И ведь все туристы проходят здесь, вот эти носы, это что за ужас, эти глаза. И все это фотографируют. Я немножко обескуражен. Александринка, Александринский театр в годы советской власти был Пушкинским. Так, а кстати, здесь параллельно Невскому Итальянская улица. Ну да, но она узенькая. И что на ней нам смотреть, на итальянской? Она упирается один черт в фонтанку там впоследствии. У нас что есть? Что мы имеем? Мы имеем Знаете, я же могу там по Зодчего Росси выйти на Ломоносовскую, на Ломоносовскую, по Ломоносовской дойти до 5 углов, тоже считайте параллельно. Тралало, для ленинградцев сегодня Ленинградский день Победы, да. Светлана говорит, что у нее тоже есть фото на фоне этих уродцев. Ну вот скажите мне, что вы с этим фото делали? Ой, я не знаю. Это, знаете, это все равно, что прийти в Кунсткамеру, когда еще были уродцы там в этих склянках, и рядом с ними фотографироваться, и там дома в рамку ставить эти фотографии. Ну вот, ну зачем? Кому это надо? Для чего? Так, а здесь у нас арка и кинотеатр «Аврора» внутри двора. Причем действующий кинотеатр. Уже больше 110 лет кинотеатру. Великолепнейший особняк банка. Здесь даже на балконе банк, часы, по-моему, даже. А, нифига, неправильно они там ходят. И в этом особняке до сих пор любят снимать фильмы. Невский 62. Здесь можно попробовать зайти в арку. В арку. Здесь даже пышки есть. Есть пышки и нет очереди. Это, в принципе, тоже великолепно. Вот. И вот такой двор с такими великолепными окнами. Это вот, напомню, это банк еще все. Все банк. Тоже громаднейшие окна арочные. Но опять же, архитектурный гений, инженерный, сделал эту арку, получается, видите, с таким загибом, чтобы шум с улицы, с Невского проспекта не докучал во дворе. Но когда эта арка делалась с этим загибом, Невский проспект был, ну, не сильно-то и шумный, мне кажется. Вот смотрите, у нас тоже еще история. Может быть, для кого-то это сейчас будет открытие. У нас впереди Аничков мост. Во-первых, ударение. Все ведь привыкли говорить Аничков, Аничков. Но правильно говорить Аничков. Это первое.
Аничков мост. Дальше все понимают, что это, Аничков, он не случайно, а здесь дворец Аничков. Аничков дворец, да? И, соответственно, ближайший дворец, который к мосту, это вот по диагонали у нас то розовенькое с подсветкой здание. И все считают, что Аничков дворец это он. Но нет, это не он. Аничков дворец, вот он. Здесь сейчас в современное время, в общем, скажем так, детский дом творчества юнатов. Вместе со всеми этими зданиями. Все юнаты. Пышки в гостинке есть, да, со стороны Садовой улицы. Тоже рекомендую, кстати. Это все альтернатива большой конюшенной улице. Все туристы ломятся на большую конюшенную, но со всей ответственностью докладываю вам. Все пышки, которые я вам показываю, помимо большой конюшенной, абсолютно такие же, как там. Ну вот такие же они. Там просто распиаренное место и все. Не более того. Метро 81 рубль. Да, если это вы будете платить наликом. Покупаете всегда подорожник, закидываете туда денежки, и проезд будет сильно дешевле. Если вы здесь в Петербурге на несколько дней и планируете перемещаться на метро и на автобусе, то обязательно покупайте подорожник и используйте его как электронный кошелек. Будет гораздо дешевле. Так, насчет 18 яиц. Все посчитали? 4 коня, 4 мальчика и городовой. К балету Щелкунчик. Ну вот в Щелкунчике там такое прям... Но чего-то они их выставили и все фотографируют. Оно ужас. Да, подскажите Игорю, сколько у нас проезд в автобусе и в троллейбусе. Ну, короче, есть метро, есть наземный транспорт. Все. Там две цены. Там не важно, сколько это автобус будет, троллейбус или трамвай. Главное, что это наземка. Очень много цветов. У нас, значит, памятные таблички. Специально это не реставрируют, это все оставлено на память, на долгую, как говорится. Здесь у нас недалеко, вот следующий спуск к воде. Там тоже памятная плита есть. В годы блокады здесь с фонтанки брали воду. Вот, Олеся у нас по ЕКП ездит. Это единая карта петербуржца. Ну там по ЕКП плюс-минус точно так же, как по подорожнику. Может быть, на рубль дешевле. Так, привет из Цюриха, Швейцария. Джоуз Луис Муноз. Извините, я не знаю, как правильно читать. Как смог. Нет, Гена, это не пенсионная. Это единая карта петербуржца. Ее может оформить любой житель Петербурга и Ленинградской области. В нее обязательный полис медицинского страхования вшит. Плюс еще какие-то там скидки якобы должны существовать, но не знаю, существуют ли. Ну и единственный плюс — это льготный, это как бы банковская карта. Это обыкновенная банковская карта. Вы можете в любом магазине ей расплачиваться. Только туда еще прицеплен проездной электронный кошелек. Ну, по большому счету будет списываться с вашего банковского счета просто. Ну и скидка.
Городового больше нет. Раньше это была граница города. Здесь досматривали, возможно, въезжающих, выезжающих. Но городовой, считайте, я сегодня. Городовой был живой. Человек с метлой. Светлана прощается. Да, Светлана, доброй ночи. Вот, по ИКП 56, наземный транспорт 50. И вот смотрите, да, у вас если за налик, это 81 рубль. А ЕКП 56 рублей. А по подорожнику 57, что ли, получается? Или 58? $75. Что такое 75? Вы, господи, друзья, конкретизируйте. Так, кондитерская, советская традиционная кондитерская для Ленинграда. Север Метрополь до сих пор функционирует. Ага. Здесь у нас улица Рубинштейна начинается. Уже 16, да. Я и говорю, что этот мост называли так еще до революции в народе. Такое, на самом деле у Аничкова моста очень сложная история. Все эти кони Клота появились там не сразу. И не в том виде, в котором они есть сейчас. Очень... Клод сначала отлил вообще, по-моему, 2 пары этих коней. Потом одну пару царь подарил. Потом он сделал гипсовые. Гипсовые под осадками и непогодой начали рушиться. Он сделал новые, отлил. Царь снова их там переподарил кому-то в Европу. Он снова гипсовые сделал. И дальше в этом последствии, как бы, ну, пока это все делалось, у него пришла идея сделать коней, ну, скульптурная группа, скажем так, последовательность, это укрощение коня. Там 4 коня из стадии укрощения лошади, вот так вот я скажу. Они против часовой стрелки движутся, вот эти все укрощения. Соответственно, каждая фигура это один из 4 этапов. Так что знайте и обратите внимание, обойдите мост по кругу и найдите 10 отличий. Ну, отвечу, наверное, Игорю за Олесю, да. Наличка практически не ходит. Очень все цифровизировано. В части банковских операций точно. Ну хотя нет, все, кто работает в теневом секторе, скажем так, и получают зарплату в конверте, да и то, знаете, у нас уже от конвертов тоже ушли. Начинают просто делать все, что раньше было в конверте, это переводится одному человеку, а он уже потом там по СБП раскидывает своим подчиненным. Вот вам и весь конверт получается. Летом был в Крыму, и там с маршрутчиком что-то разговорились по поводу оплаты. Вот там ему выгодно, чтобы наликом платили. Ну потому что он это мимо кассы все проводит. Стриптиз-бар тут назвали. Вот, мимо кассы, чтобы хозяину не платить. Конечно, ему выгодно налик, чтобы ты платил. Хотя возможность в Крыму заплатить банковской картой есть. Но там не очень любят тех, кто банковской картой платят, потому что им налоги приходится платить. А это убивает экономику. Деньги должны работать, должны пополняться бюджеты, казны, налоги.
деньги должны крутиться, должна быть отчетность. Так, еще 2 коня из этой серии стояли в Орловском парке, на входе в Орловского дворца до войны. Ну вот да, видите, тут очень сложная судьба у коней. Плот прям вымучил эту всю историю. Понедельник вечер, бары работают, ягер наливают. Внутри не пусто, далеко не пусто. Я уж в окна не заглядываю, но поверьте на слово, посетители там имеются. Ну и плюс вот просто на улице, видите, ребятки стоят и зазывают. Символ, кстати, прорыва блокады. Видите, это как бы у нас кольцо разорванное. Сам памятник стоит на Ладоге, на берегу Ладожского озера, на дороге жизни. Если поедете на Ладогу, вот съездите, посмотрите на Осиновецкий маяк, там неплохой пляж, и вот мимо этого памятника проедете. Мы уже, кстати, почти подошли к Маяковской. Вот у нас через дорогу кинотеатр художественный, и слева от него будет вход на станцию метро Маяковская, зеленая ветка. Но мы пройдем дальше до площади Восстания. Вот, а про Игорь тоже, про наличку так скажу. Вот мне наличкой неудобно, потому что иногда бывают всякие дробные цены, ну там неровные. Приходится какую-то размен, какую-то мелочевку. А так карточкой ПИК, тебя там вплоть до копейки там нужно что списалось и все. Ты ничего не ищешь, у тебя ничего по карманам не бремчит. Такое себе. Не знаю, зачем это. Ну и плюс в Петербурге везде принимают банковские карты. Если не принимают, можно сделать перевод на карту. Можно, даже если карту забыл, но у тебя телефон есть, у тебя в телефоне банковское приложение, и там ты можешь расплатиться QR-кодом. Отсканировал и перевел. Все. Это все тоже через кассу идет. Вот. У нас через дорогу станция метро Маяковская. Так, с Надеждой в Пензе спрашивает, как подорожник, брелок, как у вас получить. Да, я этот брелок показывал. Это прямо в метро покупаете на кассе, где обыкновенный подорожник. Просто говорите, что мне нужен брелок, и все. Вам брелок продадут. А дальше пополняете его любым удобным способом. В кассе, в терминале или через банковское приложение. У каждого подорожника есть уникальный номер, длинный, цифровой. Вот, вы его в банковском приложении вводите, пополняете, а потом после пополнения вам надо зайти в метро и активировать. И все, или в автобусе активировать. Ну, вам в кассе объяснят, когда будете покупать.
За углом Марата, да, вот у нас улица Марата уходит в ту сторону. Вот она, широченная улица Марата. Все правильно. Дальше у нас улица Пушкина. Дом Колотушкина. Да, и улица Стременная там. На Марата выходите и направо. Стременная у нас что, получается, параллельно Невскому идет. Стременная от Марата до Владимирского проспекта. Мойка 25, там жили мои бабушка и дед, который умер в блокаду и похоронен на Пискаревском. Светлана, соболезнования, но да. Визу в Финляндию делали, да, там торговый центр. На месте торговика когда-то были бани. Владельцы эти бани снесли и построили торговый центр. Там был визовый, большущий визовый центр. По-моему, то ли на втором, то ли на третьем этаже. Ну, сейчас по понятным причинам не работает. Так, а получить карту подорожник, поменять на брелок с уникальным номером. Нет, там вам знаете, как сделают? Там не обмен. Там, скорее всего, вам придется, но как носитель брелок купить, потому что старую карту у вас, наверное, не примут. Остаток, который есть на подорожнике, вам могут вернуть деньгами, а потом вы пополните новый брелок и все. Кирилл спрашивает, родился ли я в Питере. Нет, я в Питере не родился. Проектируйте, пожалуйста. Слева, кстати, вот у нас тоже забавный, это торговый центр. Торговый центр. Почему он забавный, я говорю, забавен? Это не настоящие стены. Видите, тут все сделано как будто окошки, 5-10, а это все бутафория. Здесь здание снесено. Это здание, следующее по улице Восстания. Чуть ли не 3 здания снесено. Построен торговый центр с имитацией внешних стен под старину, под доходные дома 19 века. Даже тут не 19 века, здесь начало 19, конец 18, 19, наверное. Это еще такая эклектика, модерном и не пахнет. А впереди площадь Восстания. Площадь Восстания, бывшая Знаменская, станция метро. Площадь Восстания. У нас самая первая ветка в метро, в Ленинграде метро, это красная была. Кировско-Выборгская. Почему Кировско-Выборгская? То есть, почему-то все считают, наверное, что это Кировский завод и станция метро Выборгская. Нет. Кировско-Выборгская это районы. Выборгский район и Кировский район соединяла ветка метро. На этом месте до революции, точнее, до революции, до 50-х годов была Знаменская церковь, которую, опять же, я с датой могу сейчас немножко приврать, вот тут уж на меня Юрий нападет и поправит. Снесли очень много церквей и соборов, некоторые здания были уничтожены, был разрушен целый ансамбль архитектурный в городе. Мы подошли к Лиговскому проспекту. К Лиговскому проспекту. Когда-то здесь, где идет проспект, был канал, Лиговский канал, канал рукотворный. Этот канал питал, точнее, через него подавалась вода там с далеких озер в бассейны в конце Лиговского канала. Там улица Бассейная была, сейчас Некрасова.
И дальше вода уже поступала в летний сад. Питались фонтаны летнего сада когда-то аж. Привет из Гамбурга, передает Светлана. У нас сегодня плюс 11. Спасибо за прогулку и салют. Спасибо, что посмотрели. А по биометрии есть проход в метро в Питере. Кстати, да. Такие валидаторы ставят. Вот вход в метро. Площадь Восстания со стороны Лиговского проспекта, Московский вокзал. Там есть валидаторы, на которых уже стоят камеры и экранчики. И вы себя видите, и на вашем лице квадратик, короче, рисуется. То есть он уже пытается вас узнать. Я лично против такого, но такие валидаторы уже появляются. У нас совсем недавно только поставили валидаторы, которые банковские карты начали считывать. Чтобы, знаете, все турникеты были. Вот. Раньше ж только тот турникет, который ближе к этому контролеру. Так, тут у нас у метро еще один уличный музыкант. Давайте подойдем. Привет из Астаны. С праздником, с юбилеем. Я не знаю, с каким юбилеем вы поздравляете, но сегодня у нас 81 год со дня полного снятия фашистской блокады вокруг Ленинграда. Очень громко и что-то невнятно она там поет. Так, Игорь спрашивает, сколько станций метро в Петербурге. Интересно. Так, давайте я где-нибудь встану, поотвечаю на ваши вопросы. Давайте с видом на Московский вокзал. Так, вот про цену. 81 рубль стоит жетон. По подорожнику 56 рублей. По единой карте Петербуржца тоже 56 рублей. 5 линий. Так, средняя скорость 39 км в час, максимальная скорость 80 км в час. Так, а сколько станций-то? 7 депо, 6-8 вагонов. 73 станции. 73 станции, Игорь. Кто не знал, может быть, для кого-то сейчас открою Америку. Если вы были в Москве на Ленинградском вокзале, то обратите обязательно внимание на Московский вокзал в Петербурге. Это два брата-близнеца. По крайней мере, вот эта центральная часть до загибов. Вот эта центральная часть, башенка вот эта, арки. Это точная копия
Ленинградского вокзала в Москве. Автор, архитектор Тон. У него тут табличка сбоку приделана. Да, друзья, хватит. 2 часа 20 минут. Прекрасно, я думаю, погуляли. Я думаю, на этом прекрасном фоне город-герой Ленинград. Наверное, закончим сегодняшнюю прогулку. Всем спасибо, большое спасибо за активность, за новых наших сопрогульщиков и друзей. Вот, Игорю из Днепра привет. Так, это реально вообще одному жить в Питере. Да вы тут один не останетесь никогда. Здесь такая активность, что найдете единомышленников и собутыльников, и сопрогульщиков, такие как мы. Так что, друзья, город-герой Ленинград. Всех с праздником. Победа одна на всех, мы за ценой не постоим. Пока-пока. Всех спокойной ночи. Всем хорошей трудовой недели. Всем счастливо. Все анонсы будут в телеграм-канале. Заходите, подписывайтесь. Ну и подписывайтесь на YouTube, ставьте колокольчик. Там оповещать обо всех трансляциях и видео, так что ничего не пропустите. Да, 73 станции, это, по-моему, уже только не геологический, а горный институт. И это, считая, 2 закрытые, Фрунзенскую и Электросилу. И да, сегодня, кстати, был рекорд по одновременному пребыванию на стриме, так что тоже с небольшим достижением. Телеграм-канал есть в описании к стриму наверняка, и в чате там тоже были оповещения. Так что заходи в описание к видео, там все ссылки есть. Ну и просто поиск «Откройте Питер», абсолютно так же телеграм-канал называется.